Мне показалось, или ты заглянул в это видео, потому что не веришь в паранормальное? А что бы ты сказал, если бы увидел вот это? Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся понять, где же правда, а где всего лишь фейк. Устраивайся поудобней, мы начинаем. Погнали! В общем, ребят, тут рассказ ведется о девочке, которая снимает тики-токи. Ну, как обычно мы любим. В общем, все как обычно. Я имею в виду, она снимает просто обычные тиктоки, обычной своей жизни. И у нее есть, насколько понимаю, сестра. Но в какой-то момент во время грозы она снимала дождь, повернула его к себе и что-то засняла необычное. Первый раз в жизни. Вот она повернула на себя и... На заднем плане позади Софии видна высокая темная фигура. Когда она отошла в сторону, было видно, как эта черная как смоль фигура повернула голову и посмотрела в ее сторону. Типа чуть-чуть София двинулась. утверждает, что в то время она была дома одна и понятия не имела, что скрывается за ее спиной. До сегодняшнего про сестру дня она не говорилось, совсем я что-то не уверена, понял, как в это чем её объяснить, и понятия не имеет, кто или что это было. Смотря на диване кто. А просто что-то белое. Рассказывается про парня, который завел YouTube-канал, переехав в Нью-Йорк, представляете? И где-то там решил сходить в заброшенную, в заброшку, в общем. Вот. Я так понимаю, заброшенная больница. И там ходили слухи, что проводили странные эксперименты в этой больнице над пациентами. И вот челик туда решил проникнуть, проверить, как там, что там. Hola. Хотите кофе? Очень. Это должно быть было похоже Кофе? на какую-нибудь кухню. Здесь есть шкафчики. Это похоже на какой-то кафетерий или что-то в этом роде. Но да, у меня здесь кафетерий. действительно мурашки по коже. Но когда они разошлись, днём рядом там. с Айзеком произошло что-то странное. Ой, я тупица, ночью лазю по каким-то заброшкам. Надо днем ходить. Даже днем у них что-то случилось. Что случилось? Звук закрывающейся двери донесся откуда-то из-за спины Айзека, и он сразу же побежал к лестнице. Мне нравится вот это Он откуда-то, собрался с блядь. духом и продолжил осмотр, но то, с чем он столкнулся дальше, было просто ужасающим. Такой шлепаешься по заброшке и просто бежишь, а потом говоришь, блин, там какой-то звук был. Опа. Дальше по сразу коридору, бежать-то? прямо перед ним, видна темная фигура, угрожающе Нормально люди стоящая. спрашивают, эй, Этот ты тревожный кто силуэт, ты? казалось, не пошевелил ни Ты единым кто мускулом, такой? когда Айзек быстро заснял его на камеру. Это леденящее душу зрелище заставило его броситься вниз по лестнице. Но, к несчастью для него, то, что он увидел дальше, заставило его волосы встать дыбом. Ну-ка, Над нами кто-то на есть? бороде? Кто-то есть над нами. Это Гейб. Это Гейб. Гейб? Он не один здесь был? Или он на него так ругается? Эй, Гейб! Когда я был один в темноте, коридор наполнился... Блин, не душераздирающим знаю, я бы не криком. испугался Этот днем пронзительный крик проверить, прозвучал что за как дрянь. что-то прямо из фильма, Даже и его один. было более чем достаточно, днем. чтобы Вы заставить серьезно? Айзека спасаться бегством. А тут, ребята, рассказывается про страшный мост. Где же он находится, не знаю. Здесь еще, короче, рассказывается о том, что с этого моста суицидники были, ну, прыгали с моста, разбивались. Что самая популярная история здесь, что мать бросила своего ребенка, а потом сама сиганула.
типа самое вот страшное. И известен этот мост стал как мост самоубийца. Ну, одна девушка из ТикТока такая говорит, блин, пойду посмотри ночью, что с этим мостом. Представляете? Ну и пошла. Для 3 часов ночи здесь столько фонарей, что здесь так Под светло. мостом был слышен бестелесный голос. Катиана считает, что этот голос говорит «пожалуйста, вернись». В то время как зрители отметили, что это больше похоже на обращение «пожалуйста, вернитесь назад». Это выглядит так, как будто некий дух пытается уберечь их от такой же трагической Я надеюсь, участи. это не все, что здесь сейчас. Понятно. Рассказывается про парня, что он в Филадельфии жил в каком-то доме сколько-то лет. 5-6, по-моему. И начал там замечать очень много странностей. Там какие-то тени, какие-то звуки. И как бы по его словам, у мужика там, ну, очень все странно. И однажды, когда он был один, стирал белье, он почувствовал, что сзади него кто-то стоит. И он обернулся, никого не заметил и решил, дай-ка я Я поснимаю. уже говорил ранее о том, что здесь произошло. Никому ты ничего не рассказывал. не Я знаю. имею в виду, что вы не можете сменить работу. Это просто жуткая штука, чувак. Банки сыпятся. Вот как вы это называете. Мы это называем хуёво стоит. Всё падает. Это выводит меня из себя. Мальчик, вот мы и подошли к двери. Да, мне это нравится. Там дверь даже кажется, как будто сейчас отвалится. Это пугает. Так вот, эта дверь всегда закрывается проволокой, когда остается на месте. Она никогда не закрывается в В таком смысле, вы ее положении. завязываете, про? Поднимайтесь наверх. Прямо перед ним с полки жутким образом упало несколько косяков. Он пристально наблюдал за Что упало? происходящим, не совсем уверенный в том, что Какие произойдет косяки? дальше, как вдруг дверь медленно закрылась сама по себе, а вскоре после этого снова открылась. Как будто кто-то, кого мы не Блин, ну можем тут видеть, сложно был сказать. причиной того, что это Там, да, там произошло. ветер, Пока не ветер, разворачивались там вот эти это вот ужасные всё. события, он каким-то образом оставался спокойным. Тем временем я бы наложил в штаны. Тут рассказ ведется о том, что парень камеру поставил наблюдать, ночную камеру, наблюдать за 3D принтером, как вы видите. Чтобы, видимо, быстро видео Через сделать, дверной знаете, проем когда в гостиной видно быстро что-то делать. странное. Что-то похожее на маленькую сгорбленную фигуру появилось справа и пересекло экран. Эта пугающая фигура была запечатлена только в 2 кадрах видео, но этих 2 кадров было более чем достаточно, чтобы у меня волосы встали дыбом. Поразительно, но в тот момент никто в доме не проснулся, что привело этого пользователя Reddit в замешательство и невероятный испуг. В общем, тут рассказ ведется про какое-то здание, где было налажено большое производство, разное причем, которое помогало в порту кораблям ремонтировать их, еще что-то. Ну, очень разное производство там было для помощи вот в этом вот. И как-то раз там случилось, что один парень убил малого и себя убил. Его как-то вот звали. И смысл в том, что поговаривают, что этот парень, который убил парня, а потом себя убил, якобы Не похаживает могли там бы вы призрак. присоединиться к нам, пожалуйста? И вот команда ютуберов опять, которые, как говорится, как я там или как кто-то еще исследует, пришли в это здание, чтобы проверить на паранормальность. Потому что часто кто-то Я говорит, уже был шаги здесь. слышно, Прекратите еще это. что-то. Да. Вот это А вы не могли бы? Я как раз собиралась упомянуть об этом. Это совсем рядом с вами, Джефф. Я не могу поверить. Я очень близко к вам. Я не. Нет, я ничего не слышал. Мне показалось, что это было совсем рядом с вами, Джефф. Вы не слышали? Ну слышно было тук-тук-тук.
Я слышу, как стучит дверь. Да, А вы не могли бы? вы как раз собирались упомянуть об этом. Это совсем рядом с вами, Джефф. Я не могу вам поверить. Я очень близко к вам. Я не. Нет, я ничего не слышал. Откуда-то из-за спины Джеффа раздались 3 стука, что дало им первый намек на то, что они были не одни. Мгм. Затем команда разделилась, вас оставив было Марча трое. в полном одиночестве. И именно в этот момент что-то темное привлекло его внимание. Ну-ка. Если вы здесь, не могли бы вы назвать мне свое имя или несколько имен? И не могли бы вы повлиять на одно из моих устройств или заставить его отключиться? Это устройство мигает, если вы проходите мимо него. Оно не причинит вам вреда. Оно просто издает шум и светится, чтобы я знал, что вы находитесь поблизости. Вау! Такое уболтать хочет призрака, да? Я только что видел, как там промелькнула тень. О, мне стало немного холодно. Был ли это тот самый настрой, о котором я говорил, который повлиял на них двоих ранее? Не могли бы вы показать себя еще раз? Да, мне просто показалось, что я увидел, я почти уверен, что видел Ну, я тень почти у буровой уверен, установки я- там, ну, я рядом с тем видел, местом, ну, я- где ну, я находится не знаю. статическая камера. Не могли бы вы, пожалуйста, показаться перед одной из камер? Да, сейчас он такой. Фью. Давай селфи долбанем. Когда Марк видит движущиеся в темноте тени, наша стационарная камера, направленная в эту область, фиксирует свет, плавающий под потолком, который находится неподалеку от того места, где находится Марк. Ну, покажите нам-то. Вот видеозапись, снятая со стационарной камеры. М. В темноте появился этот странный светящийся объект, который, по-видимому, не смысле? имеет логического объяснения. А, я Тем думал, это временем Джефф вот и эта Бекки херня начали какая-то, обследовать датчик верхний его, этаж. один из. Вы меня слышите? Вы слышите мой голос? Вы можете это видеть? Нет. Я просто пытаюсь заставить свои глаза привыкнуть к темноте, потому что мне показалось, что там что-то движется. Вы здесь? Мы, да. Я ни черта не вижу, так темно. Да, здесь наверху кромешная тьма. Хорошо, просто оставайтесь на месте. Я хочу, чтобы вы немного успокоились. Дышим, дышим. Потом вдыхаем. Потом выдыхаем. Вдыхаем. Ртом. Ура! Кто это там двигается? Ты ёпта. Я все время вижу, как что-то движется внизу, а потом я услышал шаги. Так мы тебе и поверили. Откуда-то из глубины темного коридора донесся звук, от которого волосы встают дыбом. Кто-то шел Ну, пугающе не близко. знаю, к все Джеффу. это тоже Эти так двое вот поднялись странно, на блядь. второй уровень, Старое где события здание, там приняли может что угодно пугающий оборот. скрипеть, пердеть и охать. Мы были вон, Я когда не в думаю, что усадьбе, из-за того, что мы спросили об этом постоянно конкретном какие-то звуки человеке были. наверху, вы Но принадлежите они были Джейн. прям вот логичные, что что-то где-то там, ну здание старое. Что вам хотите? Хорошо, что это было? Вот больше всего бесит, когда подобные ролики выдают за паранормальные, даже если в подборку их взять. Но по факту это, Это вы бля, я там стоите на услышал, лестнице? что-то скрипнуло. Ну и что? Это был тот же самый человек, который стучал в дверь? Здравствуйте, сэр, пожалуйста, войдите. Или, мадам, как вам будет угодно. Да вот они прям, блядь, спрашивают у вас разрешение ходить им куда-то и ходить.
Пожалуйста, подойдите и поговорите с Может, нами. все-таки у вас есть что-нибудь там такое, что мы видеть должны? Я слышу движение, как будто кто-то спускается по лестнице. Вот улучшенный звук, снятый с нашей неподвижной руки, Ну-ка, расположенной с рядом с неподвижной лестницей. руки давай. Я не думаю, что из-за того, что мы спросили об этом конкретном человеке наверху, вы принадлежите Джейн. Upstairs. Are you James? Хорошо, что это было? Был слышен кристально чистый звук шагов, спускающихся по лестнице. Эти громкие скрипучие шаги сразу привлекли внимание следователя. Но когда Джефф осторожно подкрался поближе, он обнаружил, что поблизости больше никого нет. Несмотря на то, что он не видел никаких призраков в натуральную величину, обнаруженных улик было более чем достаточно, чтобы подтвердить сообщение о привидениях в канатной дороге. Тут один парень, точнее он не один, а их двое. Двое друзей установили камеру ночного видения, как вы видите, и пытаются в ночном лесу до кого-то, как говорится, докричаться, да, призвать кого-то. Ну, как и я, только у меня не получилось, а у них, видимо, Я да. клянусь. О, ну пробежало что-то. Что это такое? Когда вот ребята чуваки отошли, остановились, пытаясь смотри. сфокусировать взгляд в темноте, что-то внезапно заставило их подпрыгнуть. Затем прямо перед ними появилось бледное видение. Эта полупрозрачная фигура появилась в поле зрения, затем скользнула влево и исчезла. А вот теперь смотрите, Два следователя они быстро уходят побежали подальше, за тем, что и они вот только справа что чувак, видели, но никаких других блин, свидетельств не покажут, этого наверное, призрачного полностью. Он тоже, явления его почти не обнаружено видно, он было. тоже выглядит как этот призрак, блядь. Тут рассказ ведется о каком-то парне, которому достался дом от его деда. И приехав туда, по его словам, как бы, он говорит, что чувствует присутствие что-то странного. Естественно, поставил камеры наблюдения, чтобы понять, что же я там чувствую. А чувствует вот это. Хлоп, дверь открылась. А там дверь-то с доводчиком, смотрите. То есть ее просто так не откроешь. Только за нитку какую-нибудь. Вон там, видите? Дверь, ведущая на кухню, внезапно открылась и закрылась сама по себе. И вот на Это зеркало навязчивое теперь там. движение выглядело в точности так, как если бы человек открывал и закрывал дверь. Элтон утверждает, что это тяжелая дверь, для открытия которой требуется приличное видно, там усилие, доводчик и он есть. понятия не имеет, как это объяснить. Теперь он убежден, что это было вызвано присутствием призрака в его доме. Но что вы об этом думаете? Тут рассказывается про одну девочку, которая ведет ТикТок по имени Саки. И она частенько приходила в гости к своей подруге, и ее что-то там настораживало. Она слышала какие-то звуки и так далее. И в какой-то один такой прекрасный день, ну, наверное, для них не очень прекрасный, они остались дома вдвоем и услышали стуки в дверь. Но, открывая дверь, никого не находили. И ну, они как бы вроде как бы подзабили. А тут еще раз он постучал. Они опять открывают. Никого. И тут они, ну, начали О, снимать боже это. мой. Я не могу. Когда я поднимался по лестнице с записью на камеру, в столовой можно было увидеть черную фигуру. Что-то похожее на зловещий темный силуэт быстро спряталось за стулом. Это движение происходит быстро, но если присмотреться повнимательнее, становится ясно, что что-то определенно двигалось. В итоге Саки показала эту запись своим родителям, но, конечно же, они ей не поверили. Именно так все и происходит в фильмах ужасов. В общем, тут рассказывается опять же про парня, который в доме в своем чувствовал что-то вот-вот паранормальное. И решил каждый раз записывать, пока, мать его, что-то не запишет. И, видимо, настолько он был упорным, что все-таки вот записал что-то.
Вот про такую дверь не могу ничего сейчас сказать, как бы не особо. У меня просто мысль такая, вот у меня здесь дверь купе. Или, знаете, если бы ее кто-то вот так вот открыл бы без этого. Ее я сам-то еле открываю, блядь. Я б тогда умер бы, если так сделал. Какой как скрип. Ух! Призрак-баловник. Ну и в обратку как резко. Напряженный момент. Как в фильме ужасов, так и ждешь, да, это? Давай, вторая дверь начни закрываться, это было бы куда страшнее. Когда он смотрел прямо перед собой, дверь его спальни со зловещим скрипом закрылась, как будто кто-то Ну приближался. это просто петли Но, не как всегда, смазал. вокруг больше никого не было. Несколько недель спустя он снова услышал какое-то движение за пределами своей комнаты. Он выполз из постели, чтобы посмотреть, что Выполз. происходит, и был потрясен, увидев это. Опять ручка. Помните, в каком-то видео тоже была ручка. Тут в какой-то момент, конечно, по идее, монтаж должен быть, но я пока что не увидел. Более внимательней приглядываться. И вот более стрёмно, если бы Когда сейчас он она включил прям сейчас свет, опять было будет. слышно, как агрессивно дребезжит дверная ручка ванной комнаты. Это тревожное зрелище определенно выглядит так, как будто кто-то отчаянно пытался выбраться из ванной. Но когда Тристан Отчаянно. быстро распахнул Помогите, дверь, спасите. маленькая комната была совершенно пуста. Из ванной. За последние несколько лет он немного у кого привык какая к этому ванна? занятию, Уж но от извините. встречи с чем-то подобным у него до сих пор мурашки бегут по спине. Вот что вы думаете про это все? Ребята, Пенсильвания. Чувак любит велопрогулки. Ну и снимает их, само собой. И тут он едет, и, естественно, потом уже, когда увидел этот материал свой, от чего-то охренел. Ну а мы... Рынок. Кто-то скрылся. Лесли Сниксру? Ну, там есть На куда левой скрыться стороне вообще. тропы кто-то, казалось, зловеще застыл на месте. Но когда он приблизился, эта фигура быстро скрылась за ближайшими деревьями и исчезла из виду. Согласно Это просто как этому преподнести. ютуберу, человек на Зловеще тропе, судя по кто-то всему, был одет в смотрел. старомодную Нет, там просто одежду, стоял которую какой-нибудь носили давным-давно. милый зайка. Из-за этого и их немедленного побега в лес он не Метр совсем уверен, был ли это 67 зайка человек был, или, правда, но- возможно, что-то сверхъестественное. Тут рассказ ведется о том, что чувак уже не одно видео неоднократно выкладывает о том, что в их доме что-то творится, черт побери, что вообще. И как бы он живет не один, там семья, то есть жена, и появился вот маленький ребенок. И однажды поздно вечером случилось нечто, что-то очень страшное. Вот мы с кроватками уже видели, но такое ощущение, как будто это какое-то другое видео. Просто знаете, как бы еще могла выглядеть камера с ребенком из кровати?
Ну, здесь какая-то прям... Очень какая-то такая наигранно подставная какая-то штука, не знаю. Странно. Слушайте, ну самое странное, наверное, что сегодня видел. Внезапно дверь в спальне захлопнулась сама по себе. Затем, спустя несколько мгновений, в комнате появилась тревожная темная масса. Эта ужасающая аномалия подобралась пугающе близко к ребенку и, казалось, нависла над кроваткой. И в этот момент одна из игрушек была отброшена в сторону. Затем эта фигура внезапно исчезла, после чего откуда-то из глубины комнаты раздались 3 стука, которые некоторые считают предупреждением о надвигающейся опасности. Вот так-то. Когда нечто подобное появляется в вашем доме, единственное логичное, что нужно сделать, это собрать свои вещи и убраться как можно дальше. Рассказ ведется об обычной семье. Они просто сидят, кайфуют, все дела. Опа. Откуда-то стоит камера, тоже записывает. И вот говорится о том, что на нее якобы кто-то напал. Вот видели? Потянул за косичку. Когда она сидела за столом, что-то, чего мы не могли видеть, агрессивно откинула голову этой женщины назад. То, как ее голова внезапно откинулась назад, выглядит неестественно. И я определенно Это уже вам не думаю, что тот она повар, сделала о это которого сама. мы говорили. По какой-то странной причине, после того, как это произошло, женщина слева от нее немедленно рассмеялась, как будто демон, пытающийся свернуть тебе шею. Это то, над чем стоит Это смеяться. все это сучка. Интересная подборка, мне кажется, получилась. И что самое интересное, по-моему, ни разу мы еще этих видео не видели. Как считаешь ты, обязательно пиши в комментариях. И также делись мнением, какое видео тебя заставило поверить в паранормальное чуть больше. Ну или не заставило вовсе. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет, как всегда, только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.